Святой апостол Павел однажды сказал: «Если в человеке есть вера, чтобы сдвигать горы, и знание всех тайн, но при этом в нем нет любви, то тогда он ноль». Люди же эту любовь превратили в слюнявую сентиментальность. А любовь она как сила тяготения, как закон тяготения сознания. Она притягивает и удерживает целые миры. Явь, навь, правь. Силу, которой многие ищут в ритуалах, молитвах, медитациях, как будто любовь – это награда. А любовь – это никакая не награда. Это побочный эффект целостности, внутренней гармонии, которая находится внутри человека. А вера – это как кнопка «пуск». Знание – это карта, а заповеди от предков, нормы этики и морали – это правила дорожного движения. Любовь – это топливо и двигатель в одном флаконе. И пока мы пытаемся ехать на молитве или на ментальных спекуляциях, мы стоим на месте и никуда не двигаемся. Бог есть любовь. Красивая фраза, и звучит она тоже очень красиво. И мы читаем эту фразу и кладем ее на полку с духовными сувенирами. А сами при этом продолжаем завидовать, обманывать, обижаться, мстить, нервничать, раздражаться, злиться, не понимая, что это приговор. Приговор нашему мелкому, обиженному, вечно ноющему «я». Дух человека нищим не бывает. Все это книжная байда. И это вовсе никакое не утешение, это приказ. Это приказ к расстрелу нашей жалости по отношению к самому себе. Всю жизнь нам втюхивали, что мы грешники, мы маленькие, мы нищие духом, чтобы нам было удобнее смириться, чтобы нам было удобней подчиняться, рабы Божьи. Но на самом деле наш дух каждого из нас, он не может быть нищим по определению. Это наше тело стареет, ум тупеет, а дух, это вечное «я», всегда остается вечно юным. И он никакой не нищий, потому что он и есть изобилие, он и есть все то, что окружает нас вокруг, потому что он вечен и бесконечен. Мы не рабы Божьи, и мы не нищие. Мы – это наследники, которые только прикидываются нищими, чтобы не нести ответственность за себя, за свою жизнь, за страну, за родину и за своих близких, чтобы никак не отвечать перед нашими потомками. Явь, навь, правь – это не какие-то там магические названия или слова. Это этажи одного и того же здания, которое называется «ты». Явь – это твое тело и твоя квартира. Это реальность, что нас окружает. И если ты захламил ее мусором, то твой дух задыхается. Навь – это твои невысказанные слова, непрожитые эмоции, страхи, которые ты прячешь, которые прячет каждый из нас. И они правят. Они правят нами из тени. А правь – это не где-то там, а это наша способность видеть систему причины и следствия. Это и есть закон. И когда ты наводишь порядок в яве и выводишь на свет своих демонов Нави, ты получаешь доступ к правде. Потому что правда – это рычаг управления этой реальностью. И все это скреплено не дисциплиной, а любовью. Не чувством, а состоянием тотального «да» тому, что есть. И, конечно же, безупречных действий и поступков, чтобы привести то, что есть, в большое соответствие, в соответствие со своими внутренними состояниями.
Ведь когда внутри тебя доброта и тепло, и мир вокруг тебя прекрасен. А вот когда внутри тебя раздражение, агрессия и говно, то и мир вокруг тебя говно. Сила приходит к человеку не когда он ее ждет или вымаливает. Сила приходит к человеку, когда он становится пустым для всего, кроме правды. Когда наше «я» перестает выпрашивать и начинает действовать. Действовать и отдавать. Дарить. И не за что-то и почему-то, а просто так. И это никакой не альтруизм. Это высшая физика. Источник, подключенный к источнику, всегда усиливает поток. Это и есть сила. Не власть над другими, а способность. Способность быть чистым проводником божественной воли. Чтобы через тебя мир становился хоть на йоту целостностнее, светлее, живее, прекраснее, красивее. И начинается все это только с одного решения. Сегодня я не буду жаловаться. Сегодня я не буду ныть. Сегодня я не буду раздражаться и не буду быть злым. А сегодня я буду искать Бога в своем сердце и дарить любовь всем окружающим меня вокруг. Своим близким людям, соседу, врагу, прохожему. И действовать. Действовать бескорыстно из своего сердца. Кто верой в Бога знанием живет, кто заповедь от предков соблюдает, тот силу Бога обретет. И тайну яви нави праве тот узнает. Путь сердца воина – это поиск Бога. Он в сердце каждого живет, по вере каждому сознанию он силу Божию дает. Дух человека нищим не бывает. Все это книжное вранье. Сила любви повсюду процветает, и все вокруг творение ее. Наш Бог и есть любовь. Кто этого не знает, тот ничего в жизни не понимает.